я сегодня уже готова. Сейчас доктор отправил сообщение, что мне сегодня ее будут ставить. Так что буду теперь с коронкой. Дай бог. Дойди. Кстати, спрашивали по поводу вопроса, по поводу, будет ли машина здесь девушки, женщины. Женщин очень много за рулем, потому что женщины на женщинах все. И те женщины, у кого есть такая возможность, они, конечно же, все ездят на автомобилях. Здесь очень распространено, особенно последние где-то там лет 5, очень увеличилось количество женщин, которые за рулем. Это даже хорошо. Но иногда бывает, конечно, едут достаточно неадекватно. Но хотя, как в принципе, многие женщины во всем мире ездят. Некоторые женщины. Ну все, вышли около госпиталя вот этого. Где он? А, вот он. Вот он. Сейчас перейдем через дорогу. И пойдем ставить коронку. Что, я? А, ладно, иди. Не успели. Не я, а я. Ну все, мы побывали у доктора. Я побывала у доктора. Поставили мне эту коронку циркониевую. Она полностью циркониевая, потому что, как я говорила раньше, у меня аллергия на металл, поэтому я не могу ставить металлокерамику. Я ставлю циркониевые коронки. Сейчас едем домой. Как дела, Мэй? Нормально? Чего? Да и как себя чувствуешь? Они меня... Хорошо. Они меня провели зубы. Ну, у тебя нормально зуб. Где что там было? Всем привет! В этом видео хотела рассказать сегодня по поводу лечения зубов в Египте и насколько это дорого, насколько это качественно, и возможно кому-то это будет интересно, потому что я пробежалась по ценам, посмотрела, сколько стоит в данном случае. Я смотрела циркониевые коронки, потому что я себе ставила, вот не так давно я себе поставила вторую циркониевую коронку. Где-то, может быть, года около 2 лет назад у меня было видео, я ставила себе вот первый раз тоже циркониевую коронку, и все, слава богу, стоит на месте. Слава богу, я очень довольна. Почему циркониевая коронка, почему не металлокерамика? Я рассказывала уже, что у меня аллергия на металл, и поэтому я не знаю, какая у меня будет реакция, если поставить металлокерамику, поэтому я решила не рисковать, еще когда первую коронку ставила, и я посмотрела, какие вообще вот современные материалы сейчас используются, и что можно вот сделать, как можно залечить зубы, какие еще есть варианты, кроме металлокерамики. И я нашла вот на русскоязычных сайтах, что сейчас делают циркониевые коронки, и поэтому я вот тогда еще, вот там около 2 лет назад, я заинтересовалась этим вопросом, я спросила вот своего лечащего доктора по поводу циркониевых коронок. Он тогда мне сказал, что он узнает, потом он узнал, сказал, что мы делаем циркониевые коронки. Вот тогда мне циркониевая коронка обошлась в 900 фунтов. И уже вот практически 2 года спустя я вот делала сейчас, вот ставила себе очередную, вторую циркониевую коронку, и эта коронка мне обошлась в 1000 фунтов. Срок изготовления несколько дней, там буквально, по-моему, 3 дня. Все нормально встает, и аллергической реакции у меня никакой нету, слава богу, потому что я очень боялась именно вот ставить металлокерамику, вдруг начнется какое-то отторжение или какой-то запах, вот, привкус, вернее, вот этого металла во рту. И я, в принципе, очень довольна, поэтому я подумала, что, возможно, кому-то это будет полезно. 1000 фунтов стоила вот последняя коронка, которую я ставила, вторая коронка, которая у меня есть. 1000 фунтов – это чуть больше 50 долларов. Курс доллара где-то в районе 18 фунтов за 1 доллар. Вот, то есть 100 долларов – это где-то 1800, и 1000 фунтов, грубо говоря, пополам, там где-то 60 долларов это, наверное, стоит. Я считаю, мне кажется, это не очень дорого, и, возможно, это кому-то будет интересно и полезно, если кому-то нужно что-то делать.
Минусы какие здесь есть в Египте, по крайней мере в Александрии. Потому что мы лечимся, у нас как семейный врач, вот, и мы еще давным-давно с ним, лет 6 назад мы с ним познакомились случайно в немецком госпитале, я его нашла, и я пришла тогда с Малик из Дыни. Малик была еще грудная у меня, мне нужно было что-то срочно лечить. И я не знала, к какому доктору пойти, нашла немецкий госпиталь здесь, потому что, немецкий госпиталь это уже как бы, потому что я ходила по другим клиникам, мне не понравилось, я нашла немецкий госпиталь, пошла туда и попала там вот на этого врача случайно. Вот, и он меня пригласил к себе в офис, этот врач, говорит, что у меня есть свой офис недалеко от вас. Тогда у него офис был в Спортинге, район Спортинг. И вот таким образом, потому что он увидел мою ситуацию, что у меня ребенок грудной, Дэнни сидит с этим ребенком, это была Малик. Вот доктор лечит, Малик орет. Вот. Но вот так вот завязалось наше сотрудничество с этим доктором. И вот уже после вот этого нашего визита в немецкий госпиталь мы уже, наверное, более 6 лет у него наблюдаемся. Хороший доктор, как бы. Поэтому я хотела сказать, что в среднем визит к врачу, там пломбу поставить стоит где-то, по-моему, 100-150 фунтов. Сейчас точно я не скажу, так как не помню. Минусом здесь является то, что здесь у врачей они не делают снимки. То есть, если вам нужно сделать снимок, для этого есть определенная компания, у которых вот есть вот эти все сканеры. Они вот так и называются. Вот в Александрии там Алекс скан, потом разные сканы. И там у них различные оборудования стоит. И в зависимости от того, какое вам нужно делать сканирование, снимок, вас направляют уже, соответственно, по вашему направлению. Поэтому, возможно, в других городах делают снимки, но вот в Александрии, вот во многих клиниках, где я была, там не делают снимки. Если вам надо сделать снимок, то вы едете уже в определенную компанию, у которых есть сканеры, которые занимаются всеми вот этими снимками. Поэтому я надеюсь, что вот эта информация для кого-то будет полезна. Может быть, кто-то захочет полечить, приехать зубы сюда. Потому что циркониевые, по крайней мере, коронки, как мне кажется, не очень дорогие. И они, как мне кажется, вот, просто у меня металлокерамики никогда не стояло, у меня сразу первое получилось, вот я поставила себе циркониевую коронку, и мне очень нравится. Возможно, это будет кому-то полезно, информативно, я на это надеюсь. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Желаю вам всем здоровья. Пока.